Очередной ролик про тарифы от МТС безлимитище и тарифище, где мы попытаемся обойти ограничения на раздачу в модемах, где с недавних пор стали снимать по 50 рублей, а в некоторых регионах по 75 за раздачу в модемах при достижении 50 мегабайт трафика, что, конечно же, крайне неудобно и некомфортно. То есть сейчас пользоваться этим тарифом крайне стало невыгодно, очень дорого. У меня есть подобные ролики, где мы уже пытались что-либо сделать и обойти это ограничение, но, к сожалению, ничего не удалось. Ссылочки на данный ролик я скину в описании, чтобы вы могли ознакомиться. Ну и сейчас еще один вариант, который у нас назрел, который мы также испробуем, и, возможно, он поможет. Давайте не будем мутить воду, непосредственно перейдем к действиям. Во-первых, сейчас модем еще отключен. Давайте в настройках Connect Manager отключим автоматическую установку соединения. Нам она не понадобится. Точнее, даже это сделать обязательно. Далее скажу вообще, откуда возникла эта идея. В комментариях под одним из видео человек написал, что у него Windows XP и у него в принципе деньги не снимают. И тут мне пришла одна идея в голову. То, что на Windows XP на старых версиях нет протокола IPv6. То есть только IPv4. И это тоже имеет значение. Значит, здесь мы отключим протокол IPv6. Итак, нам понадобится программа BetterNet. Это VPN-приложение, которое будет изменять сервер. Это нужно для того, чтобы не палились сервера таких приложений, как клиент игровой Steam, к примеру, так как он палит свои сервера и от этого снимают тоже, независимо от остального, средства. То есть палит раздачу по USB модему. Так давайте сделаем некоторые еще действия, прежде чем начнем пользоваться модемом. В предыдущем ролике я пытался установить TTL значением 65. Сейчас мы обратно изменим на 64, потому что 65 не помогло. Значит, нам нужно зайти в редактор реестра. Если вам нужно найти, где это находится, посмотрите мой предыдущий ролик. Ссылочка будет в описании, я уже выше говорил. Итак, TCP/IP мы здесь должны заменить. Создать. Как дефолт TTL мы создали. В предыдущем ролике посмотрите, как это сделать. Здесь еще есть TCP/IP6. Здесь тоже это можно установить в параметрах. Но мы его отключим вообще, так что мы здесь делать ничего не будем. Только просто TCP/IP. 64 значения установим. Время жизни пакета. Итак, редактор реестра закрываем. Это первое действие. Далее вставляем наш модем в USB разъем. Теперь нам нужно перейти в настройку сетей. На Windows 10, 7 и 8 можно это сделать одинаково с помощью панели управления. Заходим в панель управления. Находим сети интернет. Центр управления сетями и общим доступом. Находим изменение параметров адаптера в левой строке. Находим, где наш модем. Вот в данном случае он. Правой кнопкой мыши. Свойства. Находим протокол TCP/IPv6 и убираем галочку с него. То есть мы его выключили. Остается только четвертый, как Windows XP. Нажимаем ОК. Вообще этот протокол не сказать, что прям очень важен. Он просто сделан немножко лучше, чем TCP/IP4. Но мы сможем обойтись и без него. И еще одно действие, которое мы сделаем, это установим user-агент, который будет подменять натуральные значения. Что это вообще такое? User-агент, он отправляет, когда вы соединяетесь с сайтами, информацию о том, какая у вас операционная система стоит, какой браузер используется и многое другое. То есть такую информацию МТС получать нас не должны, именно поэтому мы устанавливаем user-агент. Обязательно наблюдайте, чтобы он был включен. Напомню, мы еще не перешли к использованию. Сначала нужно все это сделать, а потом лишь только начать пользоваться безлимитищем или тарифищем в модеме. Также напомню, что модем прошит на другой EMEI от смартфона. Так, расширение установлено. Необходимо его активировать перед использованием. Так, он включен. Значит, все нормально. Сейчас происходит подмена, и МТС не получает информацию о том, с чего и как мы зашли. BetterNet Connecting. Если у вас установлен антивирус, разрешаем сетевые соединения BetterNet. Я создаю правило, что впоследствии каждый раз не щелкать.
и коннектимся. Когда у нас будет законнектено, IPv6 протокол отключен, TTL установлен 64, как на смартфоне. Также включен в браузере юзер-агент, в том браузере, в котором мы с вами будем использовать. Только в том случае можно приступать к тестированию. Кстати, будет не лишним после всех этих действий, что мы с вами провернули, перезагрузить компьютер, перепроверить еще раз настройки, то есть, я уже сказал выше какие, я надеюсь, что повторять 1000 раз не нужно. Мы будем использовать единственный браузер, в котором установлен юзер-агент, другие браузеры использовать не будем. Также мы попробуем использование интернета в Steam, потому что Steam всегда палился независимо от всего. То есть он по какой-то другой технологии палится, может быть по серверу Steam. Но теперь мы установили VPN, может быть поможет. Вот этот весь комплекс действий, которые мы сделали, в принципе, по моему мнению, должен нам помочь. Но не факт. Сейчас будем проводить тест сначала в браузере, потратим больше 50 мегабайт. Если не придет смс, значит это уже хорошо. Лишь потом протестируем в Steam, в других приложениях. В общем, попробуем пользоваться интернетом. Вот такая вот история. Если же у вас не коннектится Betternet, такое случается на некоторых компьютерах, не знаю почему, так и не удалось выяснить. И OpenVPN переустанавливал и так далее. Но в общем никак он не хочет коннектиться именно у меня. Но у меня есть другие программы на этот случай. В принципе их много по ретрансляции VPN. Так что у меня, к примеру, есть Vidalia. И через сеть Tor она работает по VPN. В общем, у меня все настроено, осталось только затестить. Ну что, обратите внимание на потраченный трафик. Было 0, когда я подключил, уже 55 мегабайт. Сейчас, по идее, я должен ждать смс с ограничением на сутки на мою сеть. Или же, чтобы я заплатил 50 рублей. Ждем еще. Потратим 100 мегабайт, 200, может больше. И, в принципе, в браузере тестирование закончим с этим методом. Итак, потрачено 130 мегабайт, пока что смс-ки нет. То есть мы пока что пользуемся только лишь браузером. Попробовать загрузить какой-нибудь файл. Давайте попробуем. Итак, ну вот детальная статистика в личном кабинете МТС. Положил сегодня 65 рублей и далее пошло использование. Раздача трафика написана, то есть как будто она раздается, но пока что за нее суммы не изымаются никакие. Интересный вопрос, интересный подход. Но действительно пока работает. Обычно сразу, вот только начинаешь пользоваться интернетом и сразу приходит смс. Давайте еще загрузим весомую программу, которая 227 мегабайт весит. Не то чтобы весомую, но выше, чем лимит. Еще у меня огромное подозрение, я склонен думать, что вообще в принципе может быть в браузере ни юзер-агент не нужен, ни VPN, а достаточно просто отключить протокол IPv6. Но это только в браузере. И это лишь догадки. Я сразу начал тестирование со всеми перечисленными программами, а можно было просто с отключенным протоколом IPv6. Ну что, ребят, файл уже докачался, в принципе, смс-ка уже бы пришла. Так что еще раз заключительно говорю, в принципе, хотя еще не заключительно. В конце концов, я еще целый день протестирую. Если вдруг что-то замечу, что-то будет не так, обязательно скажу. Но пока что все замечательно, в браузере у нас вопросов пока что нет. Я сейчас перехожу к тестированию скачивания обновлений, к тестированию Steam. Другие игровые клиенты я тестировать не буду, потому что это уже слишком большая работа. Но я думаю, что раз будет работать Steam, значит будет работать и другое. Но в конце концов скажу весь подробный результат, так скажем, отчитаюсь. Ну, ребят, как только запустил Steam, начал пользоваться Steam, несмотря на VPN, несмотря на отключение протокола IPv6 и так далее, сразу же пришла смс-ка. Вот такая вот история. То есть, в принципе, таким способом возможно пользоваться только браузером. Это, конечно, огорчает, это, конечно, неудобно. И многие на это не согласятся. Но если вдруг кому-то это поможет, то информация вся, вы можете всю информацию увидеть в этом ролике. А вообще, ребят, чтобы не было никаких мучений, в принципе, нужен ли вам сильно этот тариф, безлимитище или тарифище, если вы пользуетесь им в компьютере, если есть тариф МТС для ноутбука. Я говорил уже это и ранее, в других роликах. Просто я подключил себе тариф для ноутбука и выкину нафиг эту симку с безлимитищем. Или буду использовать ее в смартфоне. Потому что пока что в принципе нормального обхода нет. А то, что я сейчас протестировал, ну это крайне неудобно. Для меня это вообще некомфортно, потому что я использую все ресурсы интернета. Это и игровые клиенты, и фильм посмотреть, и в браузере полазить, и винду обновить. К сожалению, мне это не подходит.
Вот тариф для ноутбука, 600 рублей в месяц, всего на 200 больше. Но зато он безлимитный, есть, правда, на нем ограничение по скорости в 4 мегабита. Но это сильно не влияет, я вам скажу. В принципе, и на безлимитище больше 4, ну может 5 мегабит поднимала скорость, выше нет. В моем случае. Может быть в вашем лучше, я не знаю. Но вот вам один из вариантов решения данной проблемы. Вот и все. Я ни в коем случае не хочу сказать, что этот ролик решения всей проблемы. Это лишь эксперимент. И попрошу вас относиться к этому соответственно.